Здорово, народ. Давайте сегодня чисто по приколу проведем опыт. Опыт, в общем-то, не затейливый, я бы даже сказал, совершенно простой. Вот у меня есть 4 кусочка некого сплава. Вон тут в буре шапки у них, у некоторых. Вот поближе, пожалуйста. Вот такие, значит, кусочки. Короче, мы их сегодня растворим в азотной кислоте в 0 и посмотрим, что останется. Ну, понятно, что останется золото, которое в этом сплаве. И даже не важно, сколько его там. То есть, как обычно, добыча золота не является основной темой канала, а просто опробование, испытание метода. Метод этот будет... Его можно было бы назвать квартованием, но это не совсем так, потому что квартование, как известно, подразумевает довольно четкие такие пропорции сплава. То есть должна быть 1/4 золота, не более, да, и 3/4 какого-то коллекторного металла, там меди или серебра. В принципе, да хоть какого. Кроме палладия, конечно, с платиной, да. Вот. Мой опыт хочу провести именно с целью посмотреть, как это все будет выглядеть, какое золото на выходе и все такое. Вот обратите внимание, значит, на двух таблетках есть такие шапочки. Вот. У них есть такой загадочный цвет. То ли это серебро, то ли это золото вскипело так. Но что характерно, это я сам сплавлял эти шарики, да. Вот в этих двух, у которых есть эти шапочки блестящие, туда вплавлены железные элементы, железные детали. Не знаю, железо расплавилось или не расплавилось, но появились вот такие шапочки. А вот в этих двух, железа нету точно. И у них этих шапочек не образовалось. Какой-то прикол, может, это кому-то интересно будет даже знать об этом свойстве. Как видите, вот если их повернуть, там под медью такой есть благородный цвет. Давайте я вам его пошкрябаю немножко. Вот благородное такое свечение. То есть это латунь или бронза, я не знаю, золотая. Ну что, сейчас идем, значит, в лабораторию, где и растворим все это дело в смеси электролита и аммиачный селит. Буду включаться периодически на каких-то этапах, может быть, интересных. Ну что, давайте для страстки взвесим наш металл. Вот мы видим 10,6. 10 грамм 6 десятых. Ну что, сейчас переносим, значит, это все в колбу и благополучно растворяем. Значит, будем использовать вот такую колбу. Вот такой самый обычный электролит. Плотность 1,38, 1,34. Ну и, как обычно, аммиачную селитру. Давайте приступим. Все, сейчас плита уже включена, сейчас все это будет нагреваться и показывать нам чудеса химии. Ну и сейчас включаем вытяжку. Будет немножко шуметь, ну что ж поделать. В общем-то, не так громко, наверное, будет нормально. Пришлось увеличить количество электролита. Вот, довел его до 100 мл и добавил еще 2 ложки селитры, потому что реакция остановилась и ничего не шло. Вот сейчас чисто
Вот это белое, это долбаная бура. Надо было почистить все-таки. А черное, это уже мы знаем, что это летает золото. Шарики там уменьшились, наверное, раза в 2, а то и в 3, если считать сферическое, так сказать. Будем смотреть, что дальше. Вот уже заканчиваются последние крошечки там травятся. Золото мы видим, сформировалось довольно приличный такой кусочек. Ну, в смысле, сформированный. Маленький, конечно, но сформированный. Так, ну что, все закончилось. Сейчас надо дать немножко схлынуть. И посмотрим, что у нас там получилось. А у нас там получилось всего-то ничего. Вот. Немножко черного виднеется. Ну давайте солью. Так, ну что у нас тут? Давайте приблизим. Ну, не считая того, что эта долбаная бура не смывается, мы смотрим на осадок. Осадок у нас такой четкий, ну, явно металлическое золото. Вот тут большая черная шляпа какая-то, не знаю, что это, не растворилась в азотной кислоте. Дрянь какая-то, странно даже. Ну вот, видим, что осадок получился, в общем-то, нормального металлического такого характера. Да, понятно, его тут немного, но его никто и не обещал много, но опыт, в общем и целом, удался. То есть из какого-то левого сплава мы получили вполне приемлемое золото. Не знаю, чем его еще промыть. Чем буру убрать? Соляной кислотой, электролитом? Ну давайте сейчас еще в электролите прокипячу. Посмотрим, что получится. Ну, в общем, если так смотреть, непредвзято, где она у нас? Мы видим, да? Осадок у нас получился вполне приемлемый. Ну, понятно, что способ квартования уже испытан в веках. Мы сейчас испытали и видим, что при помощи только лишь одной азотки, ну и небольшого количества газа, можно получить приемлемое золото, чистое. А ювелиры даже его уже сразу начинают использовать. Ай, горячо, ай, горячо. Ну все, на этом считаю, что наш опыт удался. Извините, что отвлек ваше внимание. Будьте здоровы, не хворайте. Ну и живите богато. Пока.
Вот давайте сейчас оценим результат всей нашей деятельности. Вот смотрите. Мы видим внизу вполне достойный осадок. Он чисто металлический. Ну как и положено после азотки. То есть смысл всей нашей деятельности как раз сводился и к тому, чтобы получить чистый осадок золота без всяких хитрых реакций. Ну понятно, что золота мало, и деталей было мало, всего 13 штучек на белом фоне. Мы видим, что осадок весьма недурственный. Ну, взвешивать и исправлять его, ну, как бы не имеет смысла. По большому счету, если это делать как-то в более-менее крупных масштабах, то тут вообще никаких затрат. Поставил на песчаную баню под вытяжку и пошел пить чай. На выходе мы получаем золото. Этим методом пользуются некоторые ювелиры, а может быть даже и все. Золото получается весьма чистое, ювелирной чистоты. Ну как-то вот так, ребята. Увеличить, если... Ну, хоть увеличилось. Все у нас получилось. Все хорошо. Итак, подытожим, сколько там было. Было израсходовано 50 мл электролита, 2,5, ну считайте 3 ложечки вот такие, ну и дистиллированная вода. Все, больше никаких расходов, никаких телодвижений. Вот если бы я не охранял, да, вот эту спиртовку, тут все кипение, а если бы все стояло под вытяжкой в нормальной лаборатории или на улице, на песчаной бане, то этим вопросом вообще не надо было бы заниматься. Оно бы само все сварилось. Ну, конечно же, еще раз повторю, может быть, уже, не помню, вначале говорил, нет. Это имеет смысл делать на небольших объемах. Представьте. Ну, на этом, пожалуй, наверное, все. Будьте здоровы. До встречи.